Доброго здравия, дорогие друзья, мир вам, добро и вселенское благополучие. Сейчас быстренько мы с вами поймем, где находится Бог, так называемый. Так, и куда обращать свои молитвы, так называемые. Никуда не обращать. Значит так. Так, значит. Значит так. Мы с вами знаем, что Меркаба, вернее, не Меркаба, а из предыдущих моих лекций знаем, что хаос начал размножаться в пространстве во все стороны. Равномерно или не очень, это не важно. Хаос. Вот. И вот такое взаимодействие двух групп хаосов. Но я не знаю, как это грамотно так говорить или неграмотно. Группа хаосов. Группа хаосов. Но как это так, группа хаосов? Не группа хаосов, а сам хаос. Хаос сам. Либо вот так вот два хаоса взаимодействовали друг с дружкой. И в итоге благодаря этому появилась первая женщина и первый мужчина. Вот. Либо группа хаосов. Но, скорее всего, группа хаосов, судя по тем знакам, которые нам даны как азбука так называемая, как знаки для общения. Буквы так называемые, как буквы. Вот, скорее всего, группа хаосов, судя по тому, что мы имеем так называемые буквы. Так называемые буквы. Вот, соответственно. Вот, наши мужчины и наша женщина. В результате чего возникли 4 первородных элемента, которые уже были объединены в так называемую Меркабу. 4 первородных элемента и 4 первородные энергии. Я забываю все время об этом говорить, потому что еще сам этого не до конца осознал. Хотя мне уже подсказки даны, но сам я еще этого не осознал, как говорится, по полочкам все не расставил. И, дорогие друзья, вот этот элемент, то есть элемент, созданный из групп хаоса, то есть Меркаба, по сути, является не элементарной частичкой. Хорошо, Меркаба – элементарная частичка материальной вселенной, давайте так ее будем называть, да? Материальной вселенной. А хаос, я даже не знаю, основа основ, элементарная частица всего. То есть, понимаете? И находится она, вот эта так называемая Меркаба, по словам ведущего Саллатра ТВ, в 72-м измерении. В 72-м измерении. Откуда отсчитывать, непонятно. Откуда отсчитывать? От сантиметра, от дециметра, от метра. Трудно сказать. Но говорит это об одном, что относительно тех объектов, которые мы с вами наблюдаем, ощущаем, находится она неизмеримо далеко, да? Вглубь. В микромир. В микромир. Внутрь нас. Есть. Американцы давно уже сняли. Так вот, я к чему это говорю, дорогие друзья, что Бог, Он не на небе, Он не над нами, Он внутри нас, Он везде, все состоит из так называемого Бога, из хаоса. Хаос, смерть создала все это. То есть, обращая вот эти так называемые ваши молитвы, не надо думать о каком-то небе и так далее. Думайте вот о внутреннем мире, о 72-м измерении. И еще такой момент. Когда в прошлом году меня на одну ночь забрали домой, это и есть наш дом, вот эта Меркаба и есть наш дом. Так называемая элементарная частица материальной вселенной. Когда меня забрали на одну ночь домой, это было что-то типа сна, но это был не сон. Слишком подробно я все это помню. Слишком подробно детали, все мелкие детали. Я был просто дома, на одну ночь я оказался дома. Вот это так называемая Меркаба. Наша суть, наша душа. Тут даже точка слишком большая получается. Слишком большая. Как человек по сравнению с Эверестом. Так вот, наша суть, то есть Бог, Творец, вот этот первородный хаос. Представляете, да, какие размеры?
Ну, попробуйте себе просто представить масштабы, размеры. Вот этот первородный, вот одна частичка вот этого первородного хаоса, да, вот этот Бог-творец, вот он какой. Внутри элементарной частицы, внутри элементарной частицы. И там где-то внутри, в помещении самой Меркаби, есть, скорее всего, пульт управления и так далее, всем этим миром. Вот попробуйте себе представить все это. Соответственно, почему мы не видим душу? Да потому что она неизмеримо мала. Неизмеримо, бесконечно мала. Наша суть, она, опять повторюсь, по сравнению, как человек с Эверестом, наша суть по сравнению с элементарной частицей материальной вселенной. Представьте, попробуйте себе просто представить, почему этот мир, в котором мы находимся, создан драконом. Потому что Бог-творец создавал огромное количество миров. Огромное количество миров. И, скорее всего, вот этот искусственный мир, он уже создан одним из тех существ, которого создал Бог в свое время. Какие тут перипетии были? Мы не знаем. Где-то вся эта информация хранится. Какие миры созданы? Кто нас создал? Земля в черепахе. Кто нас создал? Мы пока тоже не знаем, но можем только предполагать, что дракон. Но дракон, он не является Богом. Он всего лишь один из аватаров Бога. Бога-творца Отца. Причем, хочу сказать, что не то, что Бог-творец Отец создает все вот эти миры, а божественный род. Божественный род. Божественный род. Поэтому, дорогие друзья, прошу вас, не удивляйтесь, что вами управляют грибы, бактерии, микробы. Крымский пытается вам доказать. Крымский представитель тьмы, цеховик гребаный. Пытается вам доказать, что не существует микробов, бактерий. Все существует, Валеронька, все существует, тварь гребаная. Все существует. Не удивляйтесь, что вашими вот этими огромными по сравнению с элементарной частицей материальной вселенной телами, огромными, нереально огромными, управляют бактерии. Даже бактерия, я не хочу сейчас залазить в цифры, по сравнению с Меркабой, бактерия – это целый мир. Это целый мир. Америкосы давно уже все об этом рассказали. Фильм «Внутреннее пространство». Все они давно рассказали, все они знают. Все эти фильмы сняты на реальных событиях. В этой вселенной нет ничего невозможного. Ваша сущность легко может путешествовать по любым мирам. Потому что она несоизмеримо мала по сравнению со всем, что находится в этом материальном мире. Все они давно показали. Все они давно показали. Нужно просто открыть глаза и увидеть. Итак, Бог, Он везде, Он внутри, Он везде. Все состоит из Бога, из хаоса. Все состоит из первородного хаоса. Но повторюсь, так как первородный хаос был одинок и испытывал стресс, он был один, то он начал плодиться и размножаться во все стороны. И создал вот этот вот мир, вот эти миры. Внутреннее пространство называется. Inner Space. Inner Space фильм называется. Соответственно, он установил правила. Он больше не хочет хаоса, одиночества, поэтому он установил правила. Силы, влияющие на распространение жизни, на размножение силам, принадлежит 66,6%. 6 в периоде процента этой вселенной. Всего сущего, всего, что существует. Сила, уничтожающим, утилизирующим что-то в этой вселенной. Что-то, не знаю, даже сами себя они должны утилизировать. 33,3%. То есть силам добра, силам распространения, размножения, силам, которые отвечают за увеличение жизни, конструктивным
силам принадлежит в 2 раза больше пространства и энергии, чем силам, разрушающим эту Вселенную. Такова суть вещей. Таково движение вещей. Еще раз повторюсь, вся Вселенная 99,9, 9 в периоде процента, и 0,00000 бесконечно 0. Одна – это сам хаос, остаток первородного хаоса. Немезида так называемый. Итак, тем, кто ищет Бога, он не на небе наверху, нет. Нет, не на небе, он внутри. Он глубоко внутри, непостижимо глубоко внутри. Обращайте свои взоры внутрь. Вот почему говорят, Садгуру говорит, и другие учители из буддизма и из других религий, что все состоит из пустоты, из ничего. Вот почему, вот как хаос все это создавал, вот он как создавал. То есть Меркаба по сравнению с первородным хаосом нереально огромная, как человек по сравнению с Эверестом. И это я узнал в прошлом году в своем псевдосне. На одну ночь меня забрали домой. Могу только еще повторить, что души двойственны, мужская и женская суть в одной Меркабе. Сколько Меркаб, вы все попробуйте представить, какова ткань Вселенной, какое поле, насколько она невероятно огромна, эта Вселенная. И я так предполагаю, что в каждой Меркабе есть душа. То есть частичка вот этого хаоса первородного есть в каждой Меркабе, то есть 2. То есть душа поделенная на 2. Мужчина-женщина, мужчина-женщина. Вот. Такова природа вещей. Вот попробуйте себе представить, сколько душ воплощается, и реально ли найти в материальном мире, выйдя сюда, воплотившись сюда, да, найти свою половинку. Это говорится о песне. Это говорится в песне из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Люди ходят по кругу, ищут люди друг друга и не могут найти. Мы еще будем разбирать эту песню. Еще до этого дойдет. Итак, подытожу. Свои обращения к Богу, вы состоите из Бога. Вы все состоите из Бога. Из предыдущего ролика хочу сказать. Не распространяйте негатив, потому что даете, то и получите. Распространяйте позитив. Почему Бог стал дьяволом? Потому что ему стали завидовать. Тупо завидовать. Нет абсолютного добра и абсолютного зла. Нету. Если автомобиль сбивает человека насмерть, со стороны это кажется как зло. А если этот человек убийца, насильник, педофил и так далее, это уже получается добро. Как пример. Думайте, ребята, думайте. Но я вам хочу сказать. Как вот теперь распространять добро? Дарить тепло, заботу, улыбки, в конце концов. Приятные слова, чтобы было приятно другим людям. Тоже все относительно. Приятно, неприятно, тоже относительно. Но примерно, как говорится, есть такое понятие, как норма. Придерживайтесь хотя бы этой нормы. А там разберемся по ходу пьесы, как жить дальше. От лица всего божественного рода благодарю вас за то, что вы с нами.